Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, Z Handmade. Это четвертая заключительная часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот пчелки по имени Жу. Провязали мы с вами 9 рядов без изменения с 25 ряда по 33 включительно. В каждом ряду по 42 столбика без накида. Следующий ряд 34. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 5 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем одну убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стенки и такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 35. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 3, 4 плюс 1 убавка. Так мы провяжем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 36. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним голову игрушки наполнителем. Далее фиксируем глазки и носик. Я уже это сделала, сейчас расскажу, в каких рядах это надо будет делать. Носик фиксируем между 29 и 30 рядами, глазки между 30 и 31 рядами на расстоянии друг от друга 6 столбиков. Здесь вот видны 4 столбика, и еще по одному столбику прячется под глазками. Слегка отодвигаете внутри наполнитель и фиксируете заглушками. Или же можно наполнитель даже немножечко вытащить, если будет неудобно, а потом вновь наполнить. Итак, продолжаем наше вязание. Следующий ряд 37. В этом ряду мы будем вязывать усики. Для начала провяжем 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вяжем одну убавку. Далее вяжем 2 столбика без накида, 1, 2. Берем один усик и прикладываем к туловищу так, чтобы переход цветов черного и желтого смотрел, прилегал к голове игрушки. Далее подхватываем 2 петли на усике. На голове игрушки мы вяжем убавку, подхватываем 2 петли за передние стеночки, протягиваем сквозь это все рабочую нить и все вместе провязываем. Далее подхватываем еще 2 петелечки на усике. На голове игрушки мы подхватываем петлю за обе стеночки, протягиваем через все это рабочую нить и провязываем вместе. Далее по голове игрушки вяжем 1 столбик без накида, 1 убавку, 2 столбика без накида, 1, 2, 1 убавка, 2 столбика без накида, 1, 2.
Берем второй усик, также прикладываем к голове игрушки, чтобы переход цветов прилегал к голове игрушки. Подхватываем 2 петли на усике. Здесь мы по голове игрушки вяжем убавку, подхватываем 2 петли за передние стеночки и протягиваем сквозь все это рабочую нить и провязываем вместе. Подхватываем еще 2 петелечки на усике, петлю на голове игрушки и протягиваем через всю эту рабочую нить, провязываем все вместе. Далее вяжем по голове игрушки столбик без накида и последнюю убавку в этом ряду. Итоговое количество петель должно получиться 18. Хотела сказать по поводу смещения деталек. Бывают случаи, что у кого-то неравномерно они ввязываются. Так как мы вяжем плюшевой пряжей, а при вязании плюшевой пряжи рабочая нить натягивается у всех по-разному. Кто-то послабее, кто-то посильнее, у кого-то все-таки совпадает в большинстве со мной натяжение рабочей нити, а у кого-то все-таки оно отличается. Не пугайтесь этого, просто вам придется самостоятельно смещать петельки, размещать детальки так, чтобы у вас получилось равномерно. Просто надо будет подвигать там на 1-2 петли назад или вперед. Следующий ряд у нас 38. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд по счету 39. В этом ряду мы вяжем 6 убавок подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 6. По ходу вязания дозаполним голову игрушки наполнителем. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие на голове игрушки. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочка на видео в описании под этим видео. Далее сделаем утяжечку на мордочке. Берем швейную иглу и швейную нить достаточно плотную. И вводим иглу, ориентируясь по носику, вот так вот посерединочке, между 24 и 25 рядами. Заводим иглу и выводим у верхнего края глаза. Подтягиваем, здесь оставляем хвостик. Далее над глазиком мы захватываем пару столбиков и выводим иглу рядом с первым хвостиком на расстоянии через столбик. Вот здесь будьте внимательны, подтягивайте осторожно, чтобы нитка не попала между блестящей прослойкой и самим глазиком. Нужно, чтобы она была за прослойкой. Вот так. Далее помогаем пальцами, сдвигаем вот так вот мордочку, подтягиваем и завязываем на узелочке. Я сделаю это за кадром, потому что так мне будет неудобно. То же самое делаем со вторым глазиком. Заводим иглу в том же месте, только на расстоянии 1 столбик от этих хвостиков. Выводим у верхнего края глаза. Захватываем 2 столбика и выводим иглу к вот этому вот хвостику, также на расстоянии 1 столбик. И также подтягиваем и завязываем на узелочке. Далее вышьем брови. Брови будем вышивать в третьем ряду, если считать от верхнего края глаза. 1, 2, 3. Вот в этом ряду. Заведем иглу сбоку, выведем над глазиком. Здесь оставляем хвостик, чтобы потом его зафиксировать узелочками. Выводим иглу через 3 столбика. Бровки друг от друга будут находиться на расстоянии 3 столбика. И также сбоку здесь вот
выведем, оставляя хвостик. Эти хвостики расслаиваем, завязываем на узелочки на задней стеночке любой подходящей петли и прячем вовнутрь вязания. Как я завязываю и прячу те или иные хвостики при вязании амигуруми игрушек, я это все подробно показываю в вязальной видео шпаргалочке. Ссылочка на нее в описании под этим видео. Далее вышьем ротик, берем плюшевую пряжу красного цвета, заведем вот здесь где-нибудь сбоку. И тут, как говорится, следите за моими руками. Здесь оставляем хвостик небольшой. Вот. Здесь сильно не натягиваем. С этих хвостиков снимаем плюш, завязываем их на узелочки на задней стеночке подходящей петли и прячем вовнутрь головы игрушки. Далее зафиксируем воротничок и цветочек. Фиксируем сначала воротничок. Вот эти вот хвостики я слегка припалила огнем, чтобы они не распускались. Будьте осторожны при использовании огня в работе. Далее берем цветочек и сначала зафиксируем вот эти вот все лепесточки, чтобы они не расходились. Каким образом мы это сделаем? Подхватим вот тут вот крайнюю петелечку, далее здесь заведем крючок, подхватим один хвостик, подтянем и теперь сделаем вот таким вот образом. Проведем этот хвостик на другую сторону через все лепесточки. Вот так вот. И теперь фиксируем на голове игрушки, захватывая 2 столбика. Не 2 столбика, а, скажем так, 2 ряда. Так, протягиваем сюда. И второй хвостик в обратную сторону. Вот так. С хвостиков можно снять плюш, даже это будет лучше. И завязываем это все на узелочки. Лишнее отрезаем. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, наша с вами пчелка Жу полностью готова. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!